Большинство людей уверены, что чай с бергамотом – это чай с травой. Так думают миллионы людей по всему миру, и, что самое интересное, так долгое время думал и я сам. Мы привыкли к простой логике. Если чай ароматный, значит в нем какие-то травяные растения, листья или цветы. Но сегодня я хочу начать с простого факта, который для многих станет неожиданным. Бергамот – это не трава, бергамот – это фрукт. Цитрусовый фрукт. И в этом видео мы спокойно, без мифов, без преувеличений и без крайности разберемся, что такое бергамот на самом деле, где он растет, почему его почти не едят, чем он ценен, какие вещества и витамины в нем есть, и что об этом говорит современная наука. Без обещаний лечит все. Только факты, традиции и здравый смысл. С точки зрения ботаники, бергамот относится к цитрусовым. Это родственник апельсина и лимона, но с очень специфическим ароматом и составом. Внешний плод бергамота напоминает небольшой апельсин с плотной кожурой. Его мякоть светлая, очень кислая и горьковатая, именно поэтому бергамот почти никогда не употребляют в пищу в свежем виде. И здесь важно сразу понять ключевой момент. Ценность бергамота заключается не в мякоти, а в кожуре. Именно в кожуре содержатся эфирные масла, благодаря которым этот фрукт стал известен во всем мире. Заблуждение о том, что бергамот – это трава, возникло не случайно. Во-первых, большинство людей никогда не видели сам плод. В обычных магазинах он почти не продается. Во-вторых, бергамот вошел в нашу жизнь через чай, а чай у нас традиционно ассоциируется с травами и листьями. В-третьих, в классическом чае с бергамотом нет кусочка фрукта, нет мякоти и нет кожуры. Есть только аромат. Этот аромат создается либо натуральным эфирным маслом бергамота, либо ароматизаторами. Поэтому наш мозг автоматически относит бергамот к травам, хотя на самом деле это цитрусовый фрукт. Исторически бергамот выращивают в южной части Италии, особенно в регионе Калабрия. Там сложились уникальные природные условия. Мягкий климат, морской воздух, большое количество солнечных дней и особый состав почвы. Все это напрямую влияет на аромат и качество кожуры. Именно калабрийский бергамот считается эталонным источником эфирного масла. Сегодня бергамот выращивают и в других странах, но именно итальянское происхождение до сих пор считается классическим и наиболее ценным. Если задаться логичным вопросом, почему же этот фрукт не едят, ответ будет довольно прост. Его мякоть слишком кислая и горькая, чтобы получать от нее гастрономическое удовольствие. Зато кожура содержит большое количество эфирных масел с ярким и узнаваемым ароматом. Поэтому бергамот используют не как пищевой фрукт, а как ароматическое и функциональное растение. Его кожуру и масло применяют в чайной промышленности, в парфюмерии, в ароматерапии и в пищевой промышленности в целом. Если говорить о составе бергамота, то он содержит витамин С, различные флавоноиды, полифенолы и эфирные масла. Особый интерес для науки представляют именно флавоноиды и полифенолы, которые активно изучаются в последние десятилетия. Эти вещества известны своей антиоксидантной активностью. Они помогают нейтрализовать свободные радикалы и участвуют в защите клеток от окислительного стресса. При этом важно сразу подчеркнуть: бергамот – это не лекарство. Это источник биологически активных веществ, которые могут быть частью рациона, но не заменяют лечение и медицинские рекомендации. Современные научные исследования изучают экстракты бергамота в контексте влияния на обмен веществ, липидный профиль крови и общее состояние сердечно-сосудистой системы. Некоторые исследования показывают, что определенные вещества, содержащиеся в экстрактах бергамота, могут способствовать снижению уровня окислительного стресса и поддержанию нормального обмена липидов. Однако важно понимать, что речь идет именно об экстрактах и стандартизированных формах, а не о чашке чая с ароматом бергамота. Эффект зависит от дозировки, формы и длительности применения. Именно поэтому бергамот не нужно воспринимать как универсальное средство или чудо-фрукт. Когда мы пьем чай с бергамотом, мы в первую очередь получаем аромат, вкусовое восприятие и культурный опыт.
В зависимости от качества чая и способа ароматизации, в напитке может присутствовать небольшое количество натуральных компонентов эфирного масла, но основной эффект – это удовольствие и традиция. Чай с бергамотом не является лечебным напитком, и в этом нет ничего плохого. Его ценность заключается в аромате, истории и ритуале. Интересно отметить, что аромат бергамота традиционно ассоциируется со свежестью, чистотой и спокойствием. Именно поэтому эфирное масло бергамота широко используется в ароматерапии и парфюмерии. Его аромат часто описывают как бодрящий, но при этом мягкий и ненавязчивый. Однако и здесь важно сохранять здравый смысл и не приписывать аромату лечебных свойств без научного основания. Таким образом, бергамот – это пример растения, вокруг которого сформировалось множество мифов просто из-за отсутствия информации. Это не трава и не чайная добавка в привычном понимании. Это цитрусовый фрукт, который почти не употребляют в пищу, но который ценится за свою кожуру и эфирное масло. Его знают миллионы людей, но видели единицы. И именно это делает бергамот таким интересным объектом для спокойного и вдумчивого разговора. Если это видео помогло вам узнать что-то новое и взглянуть на привычный чай с другой стороны, значит, оно было не зря. Поддержите канал, поставив лайк, подпишитесь, если вам близок такой формат, без мифов, без обещаний и без спешки. И обязательно напишите в комментариях. Вы тоже раньше думали, что бергамот – это трава? Спасибо за просмотр и до следующего видео.